Добрый день. Еще раз всех приветствую. Очень рад вас видеть снова. И тема у нас продолжение, как бы развитие той темы, которая была в прошлый раз. Это чудеса рода. Как их присоединить и усилить для того, чтобы наши предки, наши родовые связи нас активно поддерживали, и как при этом можно применить светлицы, ну, в частности, вот светлицу, которая у нас вот здесь к зеркалу прикреплена, называется зеркало Исиды. Ну, здесь вот как бы обычное зеркало, но к нему вот сзади прикреплена такая карточка. Зеркало Исиды — это у нас система, которая называется интегратор времени. То есть интегратор времени — это устройство, которое позволяет соединять в единое целое структуры на больших временных интервалах. То есть это стратегические задачи, которые перед нами всеми стоят и которые возникли где-то далеко в прошлом и где-то в будущем, возможно, не будут решены. Но они комплексные, и поэтому требуют участия не только нас, многих других людей и так далее. То есть, но наше участие в делах рода, они должны быть, потому что мы здесь являемся проводниками фактически рода, потому что у нас есть предки, есть потомки, и мы с ними постоянно все равно взаимодействуем. Но эти связи существуют, но где-то они могут ослабляться, где-то могут быть не очень ярко проявленными. И поэтому с помощью светлиц можно усилить эти родовые связи и сделать их более четкими для того, чтобы мы могли вот эту родовую поддержку ощутить и начать ее использовать для собственной жизни. И не только собственной, а на благо всего мира, как мы говорим, благо по мне и на благо миру. Поэтому зеркало — это такая достаточно непростая система, в ней реализовано целый ряд структур, которые настроены именно на родовые системы. Да? То есть это отображено было в структурах элементов, то есть у нас есть такие элементы, как углерод, водород, кислород. Это родовые элементы нашего мира вещественного. Да, то есть и к ним еще добавляется первородный элемент, который называется азот, потому что он олицетворяет стихию воздуха, а те другие элементы, они олицетворяют один стихию огня, это кислород, углерод — стихия земли, и водород — это стихия воды. То есть мы как бы здесь имеем комплекс еще как бы взаимодействия со стихиями. И поэтому в основе нашего взаимодействия с вот, миром лежат возможности проявить вот эти родовые системы в нашей жизни, чтобы эта жизнь стала более эффективной, и мы могли вот те жизненные программы, ради которых мы в этот мир пришли, более эффективно реализовывать. И вот эксперименты, которые делала у нас профессор Савина в Краснодаре с этим зеркалом, показали, что в принципе даже родовая линия начинает удлиняться, линия жизни продлевается. Это видно в том, что биологическое время людей, которые начинают пользоваться зеркалом Исиды, оно увеличивается. То есть эти эксперименты описаны у нас, по-моему, даже на сайте Инфоконструктор есть отчет, на который можно посмотреть. Поэтому мы сегодня продолжим эту тему для того, чтобы мы могли ее более эффективно реализовать. Мы в прошлый раз начали, вернее, у нас уже несколько вебинаров идет эта тема, связанная с зеркалом Исиды и связанная с соединением различных родовых структур на больших промежутках времени. То есть далеко в прошлом, далеко в будущем. Не только в нашей жизни, как бы здесь и сейчас. Поэтому человек, вообще-то говоря, вот и он, так как он светится и оставляет везде след, то в этом мире он проявляется как такой световой червячок во времени. То есть мы идем, а у нас вот в настоящем это он как бы вот только голова этого червячка, а все остальное в прошлом это вот тоже мы, но только вот как бы такой человечек светящийся, он растянутый во времени, да, то есть если вот
в замедленной съемке смотреть, там, как бывает, знаете, размывается вот след. Точно так же можно увидеть наши следы в прошлом. Но наши следы в прошлом есть еще и следы, связанные с проявлением наших предков, да, предков или наших воплощений в прошлом. Это тоже как бы вот такие световые червячки. И здесь поэтому наш вот этот вот объект, который мы предъявляем в настоящем, он является отображением как бы разных линий, да, то есть и одновременно является отображением чего-то многомерного, связанного с миром структур, и которая здесь проявлена вот через вот ту структуру времени, которая нам позволяет здесь вот в этой реальности отображаться. Но наше отображение связано с тем, что мы сами формируем вот эту реальность и сами формируем ее возможное проявление. Что мы вокруг видим, тех людей, которые мы видим, как мы с ними взаимодействуем, это еще наше восприятие этого мира. А оно базируется на самых разных уровнях. Да? То есть есть уровни, которые связаны с набором какого-то опыта. То есть мы вот в этой жизни получаем какой-то опыт с одной стороны, а с другой стороны набираем чужой опыт. То есть говорят, надо учиться на чужих ошибках. Но эти чужие ошибки, они же на самом деле были не нами получены, да, то есть и не всегда тот опыт, который получен был людьми, и считается, что это они набрали положительный опыт, он может быть нам не нужен. Поэтому родовые какие-то качества, которые могут нам передаваться, не только те, которые нам очень нужны, но могут быть что-то нам как бы нужное было в прошлом, это было нужно, потому что в то время это способствовало выживанию, и это сформировало нам определенные убеждения, но которые могут сейчас, как бы говорят, устареть. Ну, особенно вот в наше время, которое мы видим стремительно меняется, меняется стиль общения людей, меняются связи в этом мире, и поэтому мы вынуждены сами тоже изменяться. И восприятие тоже наше будет меняться. Поэтому мы можем какие-то наши вопросы, связанные с предыдущими накопленным опытом, да, попробовать их трансформировать. И вот то, что мы пытаемся с вами делать вот уже на протяжении ряда вебинаров, это проявить в нашей жизни какие-то структуры, которые бы нам помогли вот этой трансформации произойти, чтобы мы могли измениться так, чтобы нам было легче в этой жизни существовать. Ну, чтобы то счастье, ради которого мы здесь появились, оно все-таки в нашей жизни проявлялось более полно. Вот. Но для того, чтобы убирать те или иные структуры, нам еще вот какие-то нам, которые нам не нужны, нам еще нужна вот структура такой вот карточки, которая у нас называется Вея. Эта карточка, мы ее структуру эту используем тоже на протяжении последних нескольких вебинаров. Она присоединена к каналу Zoom, с которым мы общаемся. И тем самым мы можем вот взаимодействовать с этими структурами. Кроме этого, вот у нас еще есть одна картинка, которая на моем заднем фоне, она тоже со структурами связана. Это со структурами такой, мы делали специальную структуру воды, которая бы позволила менять наш жидкий кристалл, перестраивать его для более полного восприятия этого мира. Так вот, дорогие друзья, давайте мы попробуем с вами все-таки поиграть в игру какую. То есть вот в прошлый раз она не очень получилась, у нас не нашлось желающих, которые бы захотели в нее поиграть. Но, может быть, у нас сегодня. Для чего нам вообще вот та игра, о которой я говорил? Да? То есть у нас мы можем на вебинаре взять какую-то задачу, которая есть у какого-то человека, и здесь ее обыграть вот в имитационном виде. Для того, чтобы можно было это сформировать структуру, которая бы убрала в жизни человека вот эту задачу, как что-то ему уже ненужное и отработанное. И вывела вот его на какой-то другой уровень развития. Но в силу того, что эта структура может быть проявлена не только у него и у других, то одновременно мы можем ее обыграть с разных позиций, да, то есть с позиций различных наблюдателей, которые бы нам позволили на эту задачу взглянуть с разных сторон. Да, то есть как участникам, будучи этих вот событий, так и с другой стороны, которая бы могла нам разотождествить себя. Потому что когда мы
стоим перед проблемой, мы себя отождествляем с этой проблемой. Каким образом? То есть мы те, у кого есть эта проблема. И это все, и мы уже существуем с этой проблемой вместе. Поэтому задача, значит, ту, которая у нас есть, эта задача, мы ее должны как? Посмотреть с разных сторон, как бы, да, и отделить от себя, и посмотреть со стороны, что она, может быть, это наша задача тянется откуда-то, вот как некий след, откуда-то из прошлого. И в будущем нам совершенно она не нужна. Поэтому мы можем вот в такой игровой форме взять и отделиться. Да, то есть, причем отделяться будет как бы только вроде бы как те участники, которые играли, но одновременно это будет еще и игра и других участников, потому что они тоже будут являться и наблюдателями, и соучастниками взаимодействия с этой структурой. Так как у нас есть еще вот Бионет, и структура Бионета тоже у нас сюда присоединена, даже те люди, которых здесь нет, они тоже являются участниками этой игры. Как бы вот такой парадокс на самом деле мы здесь наблюдаем. Поэтому, если есть, опять же, кто хочет озвучить свою какую-то задачку, можем здесь вот ее обыграть в качестве вот такой вот трансформационной имитационной игры. Есть у кого озвучить задачку? Рекомендую. Как бы. Почему рекомендую? Потому что это явный повод для того, чтобы потом эта задача больше в жизни не появлялась в других ситуациях. Потому что, как правило, если есть структура какая-то, как неотработанный какой-то свет, который к нам привязался, откуда-то идет вместе с нами, то здесь есть возможность от него отцепиться, и он уже не будет проявляться в каких-то других ситуациях, которые, если не отработать, то они будут, ну, как бы усиливаться, пока мы сами через это дело не перешагнем и не изменимся, не изменим свое отношение к этой задаче. Поэтому рекомендую перешагнуть через свой внутренний страх, потому что когда мы от чего-то избавляемся, это всегда страшно. Оно же родное, мы же с ним уже привыкли существовать уже давно. И кажется, как же мы без этого? Это же как-то вот дух захватывает. Вот нам надо захватить дух и перешагнуть. Поэтому призываю. Я говорю, это чем интересно? Тем, что есть возможность как бы вот какие-то вопросы рассмотреть со стороны. Со стороны так, чтобы они потом, когда они рассмотрены со стороны, и мы от них отделяемся, то есть у нас есть структура идеи, которая нам поможет как бы разотождествиться, то есть убрать из своей жизни вот этот вот как бы свет, который откуда-то пришел, то ли он по роду идет, то ли он привнесет в нашу жизнь откуда-то. Но чтобы это у нас не возникало, вот как какие-то проблемные ситуации, можно от них вот так вот отделиться. Да. Ну, например, вот ребенок у меня есть у нас, он как бы не, ну, да, может, мотивации нету, то есть там учиться не хочет, ленится, вот, да, прокрастинация, это является задачей. Так, хорошо. И То как, есть, хорошо. надо Вы будете родителем, да? Или ребенком? Кем? Кого вы озвучиваете? Пусть родителям буду, родителям. Да, то есть, ну давайте, хорошо. Да, Кто у нас ребенком будет? И лучше ребенком, чтобы понять, как это. Давайте я буду ребенком. Хорошо, Оксана, значит, у нас первая позиция у нас Андрей, как представитель. Оксана у нас вторая позиция, он как бы оппонент вот родительским этим требованиям со стороны ребенка. Третья позиция у нас будет Тамара, да, то есть она смотрит на вот на эту задачу со стороны времени. Да, то есть как бы это задачка, которая наверняка, она не только вот лежит в плоскости одного Андрея, это задача более широкого плана. Поэтому на нее Тамара смотрит как бы в прошлом, как это могла возникнуть, где эта такая тема возникает, может, на достаточно больших, на разных. Ну, время тут какое в голову придет, как бы какие ассоциации будут. И одновременно смотрят в будущем, а как это могло бы в будущем разрешаться, такие конфликты, есть ли какие-то формы другие, могут ли они появляться в будущем. Да? То есть, вот. А Людмила смотрит это все как на некий
некое кино, не отождествляясь с этой проблемой. Да? То есть как бы Тамара пытается эту проблему смотреть как бы как наблюдатель, но она вникает в эту проблему, то есть она пытается, может быть, в нужный момент может вставить свое слово какое-то, подсказать как бы другой взгляд на этот вопрос. Вот. Людмила пока никак не вникает, она только пытается наблюдать. Да, то есть потом мы поменяем эти роли. А ребенок с родителем будут меняться. Сначала за ребенка говорит Андрей, а Оксана будет у нас, вернее, за родителя, родитель у нас Андрей, Оксана ребенок, а потом наоборот, они будут меняться несколько раз, чтобы они могли встать на другую точку зрения. То есть для чего нам опять, еще раз поясню, это надо, да, то есть как бы нам надо выйти на позицию, где мы можем принимать любую точку зрения. Мы можем, чтобы мы пришли к пониманию, что все может быть. То есть не значит, что мы должны соглашаться с этим, да, как бы, но мы не пытаемся с этим бороться, да, то есть мы не выступаем, как бы сейчас мы на амбразуру всех будем ставить нужную позу и делать только с ними то, что они заслуживают. Значит, да, то есть мы с этой точки зрения пытаемся как бы встать еще выше, да, как бы, понимая, что с точки зрения как бы глобального кино, которое мы наблюдаем каждый день в нашей реальности, да, то есть как бы возможно все. Да, то есть, и как бы вот люди смотрят разные ужастики, да, то есть как бы это значит же, что они тоже пойдут сейчас как бы там кого-то убивать будут и так далее. Но им почему-то нравится вот этот адреналин, который они наблюдают. Вот. И есть другие, которые там еще что-то смотрят. Значит, разное кино можно наблюдать, и они для нас являются именно вот каким-то набором определенных впечатлений. Но нам важно, чтобы мы не залипли вот в эти впечатления в конечном итоге, а смогли от них отлепиться, да, то есть как бы отлепиться и убрать из своей жизни. Ну, давайте, Андрей, начинайте. Какие у вас претензии к вашему ребенку? Добрый день, Оксана. Хотел спросить, хотел сказать, что не знаю, почему время неправильно как бы расходуете, что есть там нужно было там, например, прибраться, а ничего не прибрано дома. Нет, ну по порядку. Вот какой-нибудь вот не прибрано, да, давай. Почему? Вот прибрано, да, там прошел день, результата нету, вот, хотел бы узнать. Давайте с приборкой. Вот, Слушай, ну, ваша папуль, смотри, вот я почему-то должна убираться за всех за вас. Гадите вы все вместе. А почему я должна за всех вас убираться? Ну, каждый вклад свой вносит. Мы там, например, деньги зарабатываем, покупаем еду, ходим, готовим, вот, а ты прибираешься, вполне нормально. Ну, я же подрасту, тоже буду готовить и прибираться там за вами, когда вы будете старые уже. Да, сколько... Подожди, Андрей, сколько ребенку лет? Моему 19 конкретно, тут без разницы, мне кажется, общая проблема. Ну, то есть уже понятно. То есть уже... Так, ну и чего? Вот дальше. Ну, как бы так, энергично, давайте, отвечайте. У вас ну, вот смотри, я, конечно, могу убраться, но вот, знаешь, я с подружкой захотела пойти погулять, ты мне денежек дашь, я приберусь быстро. Мы там быстро это все сделаем и пойдем погуляем. Хорошо, ты приберись и иди. Я же не этот самый... Нет, но мне нужно 3000, чтобы мы могли в Макдональдс там зайти покушать. Макдональдс время начал. Не, ну ты соглашаешься, даешь денег, и я тогда приберусь, мы вот Маша зайдет, сейчас быстро все уберем и пойдем. А в следующий раз тоже придется платить каждый раз приборка. Не, ну такие интересные, гадят все вместе, а убираться почему-то я должна. Ну давайте наоборот теперь. Вот теперь Андрей за ребенка. Так, хорошо, давайте послушаем, вот, секундочку остановимся, да, и послушаем нашего вот наблюдателя, Тамара, да, вот какие как бы впечатления от их беседы, вот, с вашей точки зрения, какие варианты рассмотреть можно было бы еще? Ну, во-первых, Андрей сказал, что у него сын, да? Сын? Сын, да, мальчик. Ну вот с моей точки зрения,
Вы должны ему с самого детства быть другом. Не просто у него спрашивать, что получил, что ты хочешь, какую отметку, какое ты выполнил сегодня задание. А с самого начала это нужно быть другом, ну, как бы душевным, как старший друг. Давайте вот мы как бы с позиции времени, да, вот как бы мы сейчас, Да. вот эта задача как бы отцы и дети, да, она же на самом деле, если вспомнить, еще Тургенев об этом писал, да, то есть разные как бы позиции есть, да, то есть как бы к одному и тому же вопросу. Это проблема как бы отцов и детей. Она существовала раньше, да, то есть почему отцы и дети не находят общего языка? Почему это вот так получается? Как бы из века в век эта все проблема остается одна и та же. С точки зрения вот как бы отношений человеческих, да, то есть в чем несостыковка, да, получается? Ну, как бы всем вопрос, да, то есть как бы что это за задача, откуда она возникает? Ну, потому что отец и сын – это представители разных цивилизаций, если вот так начинать рассматривать их. Цивилизации, которые имели, ну, каждая цивилизация имеет свой путь, свой опыт, свое время какое-то даже жизни. И вот нет этих состыковок. Но с точки зрения времени получается, что у них как бы разная структура времени. Один Разные в одном структуры. живет, а другой в другом, да, то есть у них разные. Да. И получается, что две разные структуры не могут состыковаться именно с точки зрения взаимодействия, да, то есть. Даже на уровне физики и химии это может происходить. Да, то есть у нас есть, получается, задача, которая на самом деле лежит в плоскости того, что надо состыковать две разных структуры, с одной стороны, да, а с другой стороны есть внешняя среда, которая накладывает отпечаток на них же, предлагая какие-то свои модели поведения. Да. Ну хорошо, давайте теперь тогда мы вот что сделаем. Значит, у нас теперь тогда Андрей переходит в третью позицию. Да, то есть у нас есть Людмила, да, которая сейчас у нас будет во второй позиции. Во второй позиции она будет ребенком, да, то есть. А у нас еще есть, значит, у нас теперь у нас ребенок опять будет у нас Оксана. Она у нас, вернее как, Оксана теперь будет родителем, да, то есть у нас она в первую позицию переходит. Людмила будет ребенком. Тамара становится в четвертую позицию, то есть будет наблюдателем со стороны, а Андрей переходит в третью позицию, то есть он будет как бы пытаться вот как бы делать оценку во времени опять же, да, то есть что-то ладно, у нас выпадает. А еще можно уточнить, ребенок мальчик или девочка? Неважно, есть ребенок, который не хочет, ничего не хочет. То есть, как бы проблема в этом. Да? То есть, наверное, чего-то хочет, но не того, что хотят родители. А родители считают, что они знают, что надо ребенку. А ребенок считает, что он сам знает, что ему надо. Ну, как бы вот с этой точки зрения. И они начинают вот как бы некий спор. Да? То есть, значит, у нас теперь Оксана у нас родитель, Людмила у нас ребенок. Вот так. Давай, Оксана, наезжай. Дочь, скажи, пожалуйста, почему у тебя опять двойка по математике? Понять не могу. Ты сказала, что ты все сделала. Ну, как-то не нравится мне эта математика. Не знаю, зачем она мне в жизни пригодится. Ну, посчитать до 10 могу, сдачу получить в магазине, там, если мне понадобится что-то купить, я смогу. Но нафига мне эта математика? Мне вот интересно там история, там, например, литература. Нафига мне эта математика? Слушай, ну ты же мне обещала, когда я тебе туфли покупала в последний раз, ты же мне обещала, что ты сдашь эту математику, и у тебя будет 4. Нет, ну я, конечно,
постараюсь, мам, как-нибудь там для тебя, потому что люблю тебя, я, понимаешь? Постараюсь. Ну, не идет она мне. Преподаватель у нас какой-то странный. Ну, грустно с ним на уроках сидеть. Вот и неинтересно преподает. А, Поэтому мне, может быть, это и неинтересно. что интересно тогда? А интересно мне вот история, там, литература. Вот это мне интересно. А математика, ну нафига она мне нужна? Я же девочка. Зачем мне математика? Слушай, ну ты у меня Зачем она? хорошая, я знаю, но смотри, вот у нас все хорошо с тобой, смотри, и художница ты там 5, и русский у тебя на 5, а вот математика 2, ты же понимаешь, что ты ЕГЭ не сдашь. Ты понимаешь, что тебе нужно вот выйти, вот прям, ну, 4 получить, ну, пусть она будет слабенькая, но будет. Ну, давай постарайся это уже, напрягись. Ты же можешь, ты же такая умница у меня. Подумаешь математику, а что нужно, скажи, пожалуйста, давай мы с тобой репетитора найдем, давай позанимаемся. Ну, репетитор, ну, это об этом, конечно, можно подумать. ЕГЭ, конечно, это важно. Это как бы, может быть, это моя жизнь, я не знаю. Может быть, к тебе стоит прислушаться. Я же знаю, что мать плохого не посоветует, я это знаю. Ну, вот как-то, ну, не идет она мне, эта математика. Ну, вот я даже стараюсь очень. Я Хорошо. очень стараюсь это все понять. Стоп, теперь, Людмила, теперь вы за ребенка, вернее, за родителя, а Оксана за ребенка. Так, теперь послушаем третью позицию. Вот Андрей теперь с точки зрения третьей позиции смотрел, что как бы вот новые аспекты какие-то появились в этом разговоре для вас. Или это как бы стандартная пока ситуация, тоже пока ничего мы не вышли ни на какие эти. Ну, как бы вот вы опять же рассматривали, мы уже говорили, что это дело в структур времени. В прошлом вот такие же ситуации возникают. Вот у вас, когда с родителями, у вас какие впечатления? Не было такого? У меня такого вот не было, что меня никто ничего там не заставлял, то есть я занимался чем хотел, и проблем не было у меня ни с Не, ну учебой. они не были вот со школой, например, а какие-то другие требования же родители продвигали вам, которыми вы были не согласны? Ну, думаю, что да, 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 предъявляли. Но они не касались учебы. Ну, не Да. учебы, а чего-то другого. Все равно есть несогласие с родителями. Ну, Я не всегда был согласен, понятно, что я... да. И предъявляли, да. как к согласию приходить с родителями? Вот в будущем, допустим, такая ситуация будет возникать, допустим, у вашего ребенка, когда у него он тоже станет родителем, да, то есть как бы, что бы вы ему посоветовали? Ну, более внимательно, что ли, к ребенку относиться, скажем так. Более, то есть, может быть, в каком-то смысле менее жестко, не знаю. Более заботливо, наверное, так скажем. Заботливо. Ну, заботливо, в чем забота-то проявляться будет? Ну, допустим, вот в вашей же ситуации, в чем забота тогда могла бы проявиться, вот как вы считаете тогда? Вот. Ну, что, выслушать, понять более-менее хоть что, потому что происходит. Надо же понять, как бы, проблему. Так, ладно. Теперь давайте вот что мы сделаем. У нас тогда есть еще... Теперь у нас будет Тамара и Людмила. Вот у нас две позиции. Теперь Людмила у нас будет родителем, а Тамара будет ребенком. Давайте еще раз разыграем эту композицию. Давай. Я не пойму, ну вот почему у тебя вот такая вот в школе проблема возникает? Вот я не могу понять, почему ты не хочешь совсем учиться? Вот что тебе неинтересно? Может быть, давай поговорим, и ты мне расскажешь о своих проблемах, и мы будем уже начинать их решать в конце концов. Что ж такое? Что ж там, преподаватели не те? Либо у тебя интереса нет, либо ты просто ленишься. Мама, а помнишь, когда-то я тебя просила с самого начала, с 1 класса, отдай мне не в обычную школу, а в альтернативную. Такая школа, где преподаватели обучают совсем по-другому. Они могут обучать и на свежем воздухе, каким-то играм современным. Альтернативная школа называется. А вы меня все равно отвели в обычную школу, где
столетнее уже, можно сказать, обучение по одному и тому же принципу. Ну, как бы мы же тоже так учились. Вот по своему принципу, наверное, отвели. Ну, А про вот я эту так не школу я хочу не знаю. учиться. Откуда ты знала про эту школу? Мы вот даже и не помню я вот этого разговора, что там школа какая-то есть. Ну Может быть, да. а может быть, Было так. знаешь, в то время мы только начали жить, финансов не хватало. Она все-таки очень дорогая. И мы надеялись, что ты все-таки как-то сама справишься с этой ситуацией. И вот сможешь образование получить и в обычной школе. Так, ну теперь меняемся опять. Теперь становимся, теперь послушаем, кого у нас надо послушать у нас. Кто у нас сейчас будет? Андрея. Нет, Андрей у нас уже был в третьей позиции, да, то есть сейчас у нас Оксана. Оксана была в третьей позиции, да, то есть как бы с точки зрения вот прошлого, настоящего и будущего, как бы это вот проблемы, да, то есть в чем могло бы быть развитие? Ну, как бы вы просто смотрели как бы вот на картину, да, то есть как бы вот она существует, такая проблема, да, то есть и вы ее смотрите опять же с позиции времени. В прошлом вот отцы и дети у нас в Тургенев описывал, да, то есть сейчас мы видим какие-то конфликты. В чем, как в будущем могло бы вот все это разрешаться, если бы это был, допустим, идеальный вариант? Проблема так вот со стороны смотрится в том, что в принципе нет совместного проживания одних и тех же ситуаций прошлым и будущим поколениям. То есть каждая ситуация, получается, проживается по отдельности, и нет этой общности. В принципе, особого конфликта, наверное, не должно было быть, если бы общности и совместности прожитого времени, в том числе и учебы, и дела, и работы там родителей, было вот обоюдно. Наверное, так. Ну, вот с моей стороны так. В чем проблема здесь, то что ребенок, он по-другому мир рассматривает, он его не рассматривает во времени на самом деле. Это родители смотрят в будущее, говорят, вот ты какой вырастешь, да, вот надо, чтобы ты вырос вот с такими-то параметрами определенными. Хотя на самом деле они не знают, что ребенку понадобится в будущем, потому что неизвестно, какое будущее будет, да, то есть. А ребенок, у него вообще как бы он не рассматривает будущее как таковое. Для него оно пока еще может быть даже отсутствует, если у него не проработаны вот эти вот вопросы, ну как бы его личного я, да, то есть ему хочется вот свое чего-то такое там добиваться. В этом плане вот и идет эта ну, раскрутка этой проблемы из-за того, что разная степень развития у родителей и у детей с одной позиции. А с другой стороны, ребенок, он более развитая личность по отношению к ним, потому что у него есть качество одного и другого родителя. Он как бы более прогрессивен в этом плане. Да? То есть, а родители его рассматривают как бы с точки зрения только того, что у них есть. Как бы вот в этом вот несостыковка как бы структур на родовых уровнях. Да, то есть как бы вместо того, чтобы как-то найти общий язык с точки зрения того, что можно, какие-то объединяющие найти слова, да, то есть как бы, ну, высказываются определенные претензии. Потому что в прошлый раз, вот, например, когда мы рассматривали Оськиной, там тоже вопрос родительский, ну, мать и сын, да, то есть сын уже давно, там, 30 с лишним лет работает, а мать все пытается воспитывать, чтобы он проявлял мужские качества в своей жизни, да, то есть как бы, то есть то же самое на самом деле, это все, опять же, непонимание друг друга. А дети, почему у них еще такая ситуация возникает, они не в состоянии понять, что родители это те, кто их привели в эту жизнь. И они полностью обязаны этому, как бы, вот кто им ворота открыл-то, как бы, вот в этот мир? Это родители, в первую очередь мать, да, то есть. И здесь вот этот вот конфликт, на самом деле, он возникает из-за того, что дети не могут благодарность выразить своего родителя и ощутить ее, потому что им на самом деле тоже это никто не передавал. То есть вот родители по отношению к своим родителям не проявляют ту благодарность, которую они должны были быть. И это проявляется у них же как бы вот за счет этого ребенок начинает отторгать как бы родительские вопросы. Но это мы как бы так в общих чертах разбираем. Не говорим конкретно вот про Андрея, там, мы как бы вот опять же немножко шире стали на него смотреть. Но опять же, когда у нас есть вот четвертая позиция, в которой смотрели, да, как наблюдатель, который должен был для себя, ну, как бы вынести нечто большее, да, то есть как бы как внешне по отношению к этим событиям всем существования, да.
ну, то есть как бы и принять и ту, и другую позицию. И не вставать на сторону одного или другого. Как бы вот с этой точки зрения удалось в четвертой позиции побыть? Давайте вот спросим участников. Людмила, как бы, когда в четвертой позиции были, если мы наблюдали, Ну, получилось? вначале как бы я видела, вот как формировалось вот из этих запросов, образовался такой, как снежный ком. Вот просто он так накатывался, он становился больше, вот эти вот проблемы, они как бы наворачивались. Они возникали даже не те, которые проговаривались, а даже вот как бы другие в общем, как бы вот образовался такой какой-то снежный ком, ну как шар такой. Потом он, вот Андрей вот, ну, как бы вот посмеивался, ну, у него такая была штука, но это не просто так, а вот такое ощущение было, что когда он посмеивался, какой-то вот сдвиг происходил в структуре, он преобразовался в такую зонтичную какую-то систему типа одуванчика такая. Вот. И ну, дальше потом я пошла в другую сферу, что я дальше не видела, как бы, что это. Вот. Ну, в общем, такие вот какие-то преобразования шли, но вот они еще не закончились. Хорошо. Тамара, вот вы как с четвертой позиции, со стороны как бы вообще, как не соучастник этого процесса, как вы воспринимали его? Ну, правильно, Сергей, ты говорил о том, что это проблема, которая существует, вот дети и родители. Это большая проблема. Ну, бывает, что мама очень правильно относится к своим детям, а вот папа может мешать своим отношениям к этому, и как бы получается вот конфликт такой в семье. Мама говорит одно, папа другое. То есть бывает между родителями Нет, вот несогласование. смотрите, опять же, вы немножко, опять это не с четвертой позиции вы смотрите. Не четвертый, да? А с четвертой, как бы, мы как смотрим отстраненно на эту проблему вообще, как бы, да, то есть и пытаемся понять, что несмотря, что есть позиции ребенка, есть позиции родителей, там еще и мама где-то есть, да, то есть Ну, мы... так позиция родителей тоже бывает разная. Да, Вы ну вот опять, понимаете, да, как? И опять же, мама, и папа. это вы с третьей позиции смотрите на это дело. Да? Вы вовлекаетесь в этот процесс еще, да? А четвертая позиция, когда не вовлекаетесь в процесс, как бы вот надо научиться смотреть на проблемы как бы вот, внешнего мира, да? То есть на свои собственные, как будто бы вы вообще со стороны смотрите. Понимаете, вот вы как бы есть какая-то проблема, вот она начинается некая разборка. Как отойти от этой проблемы так, чтобы встать в четвертую позицию и посмотреть со стороны на этот вопрос? И что там можно увидеть тогда вот еще нового, да, то есть вот как бы вот это вот вопрос, да, то есть как опять же отождествить себя от проблемы, от задачи. Так, Андрей, вам как бы получилось вот в четвертой позиции побыть? Или не удалось выйти за пределы задачи? А? Не удалось, да? То есть сильная степень вовлеченности все равно. А можно сказать, вот как я думаю, что когда... Здравствуйте все. Вот, я думаю, что вот ребенок, он рождается в определенной семье, да, и, допустим, ну, скажем, мама вот такая добрая, ну, к примеру, все позволяет, папа там мешает. Но ведь этому ребенку, возможно, и нужно какой-то вот именно такой опыт. Ну, возможно, эта душа пришла с какими-то качествами, если ему будут все позволять, и все, она вообще пойдет по головам, да, потому что... Здесь мы не говорим, что надо все позволять. Это как бы другая. То есть мы не говорим, что надо все позволять, надо все разрешить, пусть что делает, то и хочет. Нет. Вопрос взаимоотношений. Как наладить отношения так, чтобы ребенок добровольно сам делал то, что ему надо. Что ему надо ребенку, да, то есть как бы и родители наверное, поддерживали это вот состояние, да, то есть как бы, чтобы это была взаимопомощь и взаимоподдержка, то есть не конфликт вникали во взаимоотношениях, да, то есть вот ближе всего мне то, что сказали по поводу давайте дружить, то есть когда ребенок сказал, что вы мне мало внимания уделяете. И тогда мама ответила, что да, то есть согласилась, то есть и ребенок сразу сказал, и я тоже буду делать. То есть пошел как бы баланс энергии, гармонизация. Да. То есть, ну, как бы вот некий выход тут определенный. Заметили, что существует, то есть как
как его найти, это, конечно, всегда проблема отдельной семьи и отдельных отношений. Но есть более общие вопросы, которые как бы мы рассматриваем сейчас на структурном уровне. Есть одна структура, да, есть другая структура, как их согласовать на структурном уровне, как некие объекты. С одной стороны, вот мы сейчас разыграли как бы некую, игра у нас была, как себя разотождествить с этой задачей. Да, то есть, ну, с этой конкретной или вообще, да, можно ли выйти за пределы той проблемы, которая у нас есть. Это касается не только как бы вот отношения родителей с ребенком, ведь у нас вот перед нами всегда становятся какие-то проблемы, которые мы пытаемся решать. То одно, то другое случается, то третье, там разбираемся, там сям разбираемся. Поэтому очень рассматривая, если этот мир и все эти конфликты мы сами формируем внутри себя, да, то есть и мир это как некое отражение этого. Ну, то есть, значит, где у нас что можно внутри поменять с тем, чтобы можно было, ну, как бы не вовлекаясь в эту вот задачу, не увлекаясь этим, да, то есть найти какой-то более общий подход. Ну, давайте попробуем теперь его, опять же, выйти на структурный уровень, шагнуть туда повыше, там, где мы не можем это облечь в слова. Да, то есть, как бы работу вот со световыми потоками, которую мы начали в прошлый раз, через зеркало Исиды. Ну, прошлый, позапрошлый. Можно я скажу? Да. Я считаю, что, во-первых, взрослым надо вспоминать, что они когда-то были детьми. Но я как бы вот... Получается, что нет общего. Ну, как бы мы требуем от ребенка, чтобы он стал взрослым и понимал проблемы родителей, да, ну или там заботы какие-то. Но при всем при этом взрослые забывают о том, что надо встать на сторону ребенка и Вот тоже иногда да. там дурачиться. Вот общее. Мы как раз это и пробовали сейчас, чтобы родители встали на сторону ребенка, то есть как бы озвучивали с позиции ребенка, как бы, а не только со своей собственной. Ну, тут, в общем, как бы дело в важности. Вот родитель, он все-таки, Да. ну вот... Ну, говорю, есть вещи, которые бывает трудно понять логикой, потому что она опирается на какой-то базис, лежащий за пределами нашей жизни, тянущийся по роду. Да? То есть у нас это в мозгах не может... Вот у нас вот случилось что-то, и оно как бы волной накатывает, и ты вроде бы где-то головой что-то можешь понимать, а тебя все равно понесло, как бы, и ты вдруг начинаешь конфликтовать, несмотря на то, что и вроде бы этого и не хотел. Да? То есть Да. как бы из этого. Поэтому сейчас давайте вот попробуем зеркалом Исиды, попробуем поработать на структурном уровне, создадим, ну, как бы попробуем структуру сделать более высокого уровня, с тем, чтобы можно было нам еще автоматически как бы выскакивать на эти уровни более соединение как бы разных позиций в единую позицию с какого-то более высокого уровня, чтобы мы могли туда становиться. То есть, чтобы это у нас было автоматически, а не только через вот внутреннее напряжение и преодоление себя. Так, ну что, давайте тогда берем зеркало, да, то есть как бы вот у нас зеркала у всех есть, и начнем на самом деле с разминки. С разминки наших глаз. У нас есть свет, который у нас идет из глаз, и мы сейчас находимся в настоящем, мы видим себя в этом зеркале как настоящее и пытаемся настроиться на свет своих глаз. Свет этот у нас идет к нам, и мы его пытаемся сначала, значит, как бы глазками подвигаем. Да? То есть давайте мы будем глазками двигать. Я буду говорить, в какую сторону, вы будете двигать глаза, смотря себе глаза. То есть глаза, потом переводите, допустим, только глаза, влево, допустим, да? Потом глаза, потом вправо, потом глаза, потом вверх, потом глаза, потом вниз, потом глаза, потом в левый верхний угол посмотрели. Только голову не поворачиваем, только глаза туда. Раз, опять глаза. В правый верхний угол посмотрим. Там сюда. Потом в правый нижний угол посмотрим. Глаза. В левый нижний угол посмотрим. Опять глаза. Теперь вращаем как бы глазами по часовой стрелке. 3 круга. Теперь против часовой стрелки.
Теперь пытаемся глаза втянуть, закрыть и как бы в себя втягиваем глаза. Как бы в затылок туда. Теперь открываем и как бы как выдвигаем, как перископы. Опять втягиваем. Опять выдвигаем. Опять втягиваем. И выдвигаем. И поморгали. Ну, теперь давайте поразминаем лицо своими глазами. Разминку делаем, да? То есть сейчас я музыку включу. И мы немножко мордуленции поделаем. Давайте теперь возьмем и, не касаясь вот так вот лица, как бы вот эту маску, которая у нас такая световая, мы как бы берем ее и снимаем. И у нас там остается чистая, незамутненная световая поверхность. Можем еще разочек. И еще раз. И убрали тот свет, который нам налип на наше лицо в результате наших каких-то вот ненужных световых связей, которые были у нас. Ну вот, это мы в настоящем как бы вот себя настроили. Настроили себя, настроили свой свет как некий инструмент, который мы сейчас будем взаимодействовать с прошлым. То есть во времени. То есть у нас зеркало – это устройство, которое нам позволяет шагнуть далеко во времени. То есть это такая машина времени. И мы сейчас будем взаимодействовать. Но взаимодействовать мы будем не только с собой, да, не только со своим родом. А мы у нас, видите, есть сейчас 19 участников. 19 участников, это 19, это атомный вес фтора. Футор – это то будущее, к которому мы сейчас будем готовиться. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем смотреть, не только не просто себе в зеркало и вот в экран, да, мы повернемся на 180 градусов и будем смотреть в зеркало на монитор, так, чтобы у нас в зеркале отражался монитор. И мы видели все квадратики, которые у нас тут есть. Развернемся. И видим. И теперь как бы я буду говорить, что мы будем дальше видеть, а вы будете наблюдать вот эти вот картинки. То есть смотрим себе в зеркало на всех участников. И поэтому мы будем сейчас взаимодействовать с родом коллективным, сетевым родом, да, с родом всех тех, кто у нас здесь есть. Поэтому мы начинаем смотреть и видеть небольшую сеть, а может быть и большую, да, то есть сеть, которая объединяет, мы видим световую сеть прошлого, световую сеть прошлого всех участников сегодняшнего вебинара. Это такие световые линии, которые уходят, но они уходят не просто как линии вдаль от нас. Они уходят и там образуют узелки. Это такая сеть, причем это объемная сеть. Это как сеть, такой граф большой. Множество различных линий, соединяющихся друг с другом. Это такой большой нейрокомпьютер сетевой, но растянутый во времени, состоящий из множества участников наших родов. И эти рода где-то уже взаимодействовали в прошлом. Они где-то уже пересекались на этих линиях жизни. И сейчас мы эти линии пересечения можем активировать этим светом своих глаз. Мы смотрим на эти линии и можем видеть, как они соединяются, расширяются. И от этих точек, которые у нас, наши узелочки, появляются новые линии световые, которые уходят еще дальше, которые соединяются с другими линиями, которых даже здесь нет, с другими узлами. И вот эти вот световые
искорки и световые лучи идут все дальше, дальше и дальше в прошлое. И в этом прошлом мы видим, как появляются новые световые связи. И они зажигают новые узелочки, которых никогда раньше не было. Потому что это были люди, почему-то прожили такой незаметной жизнью. Они не оставили какой-то большой след в этой жизни. Но они очень важны для сети, потому что они являются частью вот этого большого сетевого суперкомпьютера. И появляется свет, который начинает двигаться по этой сети, как различные световые волны. Это разноцветные волны, радужные, от которых каждый узелочек начинает разгораться. Линии световые становятся все толще и гуще. Давайте развернемся обратно. Не теряя контакт с этой сетью. И мы видим, что из нашего зеркала вот эти световые связи, как вот эти вот сеть, она как бы вот выходит к нам сюда, через зеркало, перед нами. Мы видим то, что в глубине прошлого, и в то же время оно уже проникать начинает в наше настоящее. И теперь в этом настоящем мы будем формировать вот этот тоннель для нашего светового червячка, сетевой тоннель, да, то есть для множества световых червячков, которые будут прогрызать вот в этом временном пространстве новые траектории для будущего. А вот эта световую сеть, которая у нас есть, которая связана с нами, с тем прошлым, мы будем сейчас с ней взаимодействовать через наше вот световое тело. То есть мы эту световую сеть начинаем как бы на себя вот через зеркало наматывать. Вот как бы мы начинаем зеркало двигать, да, то есть, ну, у кого стационарное зеркало, тот сам просто относительно этого зеркала двигается. А мы начинаем вот как бы вокруг себя вот эту вот нашу световую сеть, ну, как делать такой световой скафандр из нее, да, то есть, и, ну, как идет руки, то есть можно встать, чтобы было удобнее, да, то есть, как бы, и вокруг всего тела начать формировать вот эту вот световую оболочку, сетевую световую оболочку, связанную с прошлым. Но эта световая оболочка у нас уходит в будущее, потому что мы, двигаясь во временном пространстве, мы создаем его как некий световой тоннель, как световой образ будущего. И вот чувствуем, куда руки идут, как, где надо усилить, где больше поправить, где, может быть, прижать это к себе зеркало, да, может быть, как бы, может быть, там к лицу где-то, к голове. И покрываем, пытаемся все тело, не оставлять свободных частей, нанести этот свет везде, где только можно. Вопрос по поводу трансляции. Там же, по-моему, есть трансляция зеркала Исиды? Есть, да. А вот как тогда в трансляции зеркала же нет? То есть как представлять, когда мы активируем, представлять, что она Нет, на зеркале? если брать трансляцию на этом... Да, на платформе. Смысла нет. Надо на самом деле тогда брать трансляцию в виде файла и его. Я поняла. Тогда эти фотографии уже тогда к зеркалу. Хорошо. Ага. Спасибо. Потому что так на самом деле тоже можно на себя транслировать, но тогда как бы тогда весь мир становится зеркалом, и ты как бы, ну это как бы такая сложная настройка на самом деле. Лучше потренироваться на зеркалах, а потом уже попробовать на себя ее. Это тогда. Ну то есть если ты когда активируешь, то представляешь, что как будто это карточка, и вот она, допустим, когда вот как бы весь мир пространства. Немножко подвисло, не разобрались. Ну и бывает.
Хорошо. Ага. Ну вот, у нас время подходит к концу нашего занятия. Большое спасибо всем участникам. Очень приятно было вас видеть.